Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Август. Что спешит в вашу жизнь или что спешит на ваш порог? Но энергии августа никуда не спешат и нас призывают к этому же, по крайней мере, первая половина августа месяца. Тут скорее отдохнуть, восстановить силы и, я бы сказала, ежедневные энергии восстановления сил нам помогают. Помогают справиться и с тревогой, и со стрессом, и с эмоциональным выгоранием. Тут себя важно будет за что-то поблагодарить, может быть, за то, что выдержали какой-то сложный предыдущий период, научиться замечать небольшие наши победы или какие-то просто позитивные моменты в повседневной жизни. Не ставить какие-то перед собой глобальные задачи, грандиозные планы, по крайней мере, ну, не на начало августа это все реализовывать. Или, знаете, планку эту не поднимать для себя, самого себя или самой себя как-то очень высоко. И просто помнить, если сейчас что-то мы не можем преодолеть или достичь, то вот эти, как наличие ограничений, не означают, что мы должны это делать с каким-то, ну, знаете, наскоком или каким-то штурмом на скорости. Нет, тут способность преодолевать именно тогда, когда пришло время, когда вы сами что-то подмечаете, анализируете, более осмысленное, критическое мышление включено по максимуму. То есть, когда вы себе говорите, а вот теперь пора. Вот такой момент. Ну, давайте мы узнаем, что нам расскажут карты. Не всегда, кстати, таро-прогнозы совпадают с астрологическими прогнозами. Помните, что жизнь, она не смотрит назад, она смотрит вперед. А перемены нам даются для того, чтобы мы сделали что-то еще лучше. Есть в этом, конечно, определенная философия, но важно быть оптимистом. Раз уж мы с вами живем в эпоху перемен, вот это мы не можем отменить. Итак, начнем мы с темы отношений. Любовь и личная жизнь. Для тех, кто в паре. Какие энергии? Для тех, кто один или одна, возможно ли новое знакомство? Для тех, кто в сложных отношениях, мои дорогие. Сфера ваших достижений. Это дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то банально документы, путешествия, может быть, по инстанциям. Такое тоже могу допустить. И энергии денег, финансы. Чего вы не видите, достанем вот такую карту. А следующее, в чем вы поставили точку, а оказалось многоточие. Давайте допустим, ретроградный Меркурий нам может что-то вернуть, я такое допускаю. И как карта совет, но мы ее назовем, что вам нужно сейчас услышать, что принять во внимание, обратить внимание. Итак, что ж там в паре? Ох ты! Вы лидеры. Вы тут, знаете, первая скрипка, прима. Куда вы поведете отношения, так они и будут развиваться. Вообще это карта успеха. И я, кстати, допускаю, что кто-то даже в паре, но есть вопросы вашей не просто занятости, а какие-то возможности по части заработка, карьеры, бизнеса. Вот здесь что-то вас может переключить. Но вообще эта карта еще и важных решений, оптимизма, безусловно, выбора правильного направления месяцев, эдак на 6-8, что очень символично. То есть вы с чем-то тут определяетесь. Может быть, и в плане отношений. Может быть, это мы ведь смотрим в паре, то есть имеется в виду это та пора, когда у вас, ну, продолжаются отношения, вы вместе. Вместе проживаете или, ну, почти проживаете, уже планируете, или вы супруги. Вот здесь может быть такое. С одной стороны, вам захочется настаивать, все-таки карта Солнца. И знаете, по аркану Солнца, да, потому что идет всегда и наше эго, оно рвется наружу, это точно. И очень символично со всеми, кстати, планетарными транзитами. Но и с другой-то стороны, вроде как и упустить какую-то возможность нельзя. Но все-таки, видимо, если и рвется это самое эго наружу или хочется поступить по-своему, будет важно быть правильно понятым. Вот такой момент. Потому что успешный период. И, в принципе, вы можете многое для себя тут и решить. Пусть это даже многое будет заключаться в одном каком-то важном решении или в решимости. И
для вас по аркану Солнца есть какая-то важная тема, которую у вас точно в августе получится осуществить. Или у вашей пары. Ну, сложно. Очень благополучная карта. Но, как любая карта, две стороны, да, имеет. Или даже больше значения, я имею в виду, как медаль две стороны. Оговорилась. Ну, видимо, вот тут основной препон только может быть в плане договоренности. Но вы люди, во-первых, интуитивные, во-вторых, вы наделены какой-то особой эмпатией. Поэтому я думаю, если есть какие-то острые углы или вам приходится что-то, ну, как преодолевать, да, не один раз объяснить партнеру, а несколько раз, и в таких терпеливо спокойных энергиях. Но это тоже способствует жизни, взаимопониманию вашей пары. Ну, благополучная карта. Для тех, кто один или одна, новое знакомство, конечно. Вообще, волшебная энергия, кстати, на личную жизнь. По крайней мере, первая половина августа – это факт. И здесь для вас может быть какое-то или знакомство, или возвращение, если мы по Меркурию, может быть, вы знали человека, или было общение. У кого-то может быть и через интернет. Но тут уже встреча. Это у нас и бабочки в животе, это вот тут у нас романтика, мои дорогие. Это подарки, это комплименты, приятные эмоции. То есть мы спросили, возможно ли новое знакомство. Да, возможно. Но если по аркану Солнца у нас тут человек и как будто крылья на заднем плане, да. Это у нас колода ангелов-хранителей, поддержки, патронажа ангелов. И на некоторых картах есть изображение либо крылья, либо ангел. Так вот, где их нет, это как поддержка высших сил. А вот где нет ни крыльев, ни ангелов, это все зависит от вас самих. Поэтому познакомиться можно. А на что вы будете готовы? Кстати, карта говорит: вдохновись моментом, отдохни. Ну, может быть, позволь себе вот эти романтические чувства и не беги впереди паровоза. Пусть все идет, как идет. Насладиться моментом – это не значит что-то сразу начать фундаментировать, да, или забегать куда-то вперед, если вы недавно познакомились. Предоставь судьбе возможность раскрыть этого человека. Ну, постепенно и сам раскроешься. Дальше будет видно. Но на этот период, да, вполне вот такие интересные эмоции, энергии добрые, они как бы спешат в вашу жизнь. Для тех, кто в сложных отношениях, ну, конечно, по двойке земли или это двойка пентаклей, мы можем здесь договориться, и если мы умеем держать баланс. Ну, кстати, в паре тоже не всегда бывает все безоблачно, да, и где-то мы уже об этом с вами говорили. Вполне вероятно, вам и придется где-то балансировать, я тоже уже об этом сказала. И знаете, будет очень хорошо, мы договориться можем, как я сказала, а еще лучше – подать что-то через юмор, через оптимизм, потому что тут конкретно игра прописана в этой карте, и не только баланс, но, с одной стороны, эта карта говорит, что о, ты сохраняй как бы то, что ты хочешь достичь, все то, что я говорила по аркану Солнца. Но мы как будто не можем оступиться. Может быть, в ваших отношениях вам, ну, именно вам придется больше проявлять эмпатии для того, или внимания, а может быть, мои дорогие, вот такое я тоже допускаю. Вам придется, чтобы партнер не обиделся. Может быть и так. По аркану Солнца я ведь говорила, что тут скорее будет это как успех, достижение, и у кого-то карьера, бизнес, тема денег, финансов, может быть и мера ответственности. Тут на вас какая-то, как миссия может быть возложена, аркан Солнца. Но и вы будете разрываться между личной жизнью и вот этими достижениями. И тогда этот баланс вам придется находить. Юмор будет помогать. Но не могу сказать, что это будет легко, как будто, да, и вам вроде как нельзя упустить и личную жизнь. Очень добрая энергия, позитивный период. Так не всегда бывает. Нам кажется, что, ну, я вот потом. А потом возможности уже нет, куда-то подевались. Поэтому совместить, видимо, одно и второе, это будет для вас какой-то хороший плюс. Ладно, давайте посмотрим, что ж там на достижения. Ну, конечно, мы все разные. Вот посмотрите, достижения с какими-то совершенно с другими направлениями. Вот мы выбираем правильное направление. И здесь ведь тут,
Знаете, самое главное не смотреть вот как этот человек в 3 пустых кубка, то есть в прошлое, а возможность-то к нам, которая приходит с крыльями. Посмотрите, у нас кубок с крыльями находится даже в другой плоскости. Туда не смотрит человек, как минимум. Нужно в другую сторону посмотреть, а самое главное вверх. А он смотрит в землю, что-то можно увидеть. Эта карта говорит о том, что мы можем, кстати, на ваши достижения, кто-то может отдыхать, потому что очень устал. И вот это тогда будет великолепно, потому что может быть, вы чувствуете себя уже настолько обесточены, вот это не пропустите. Если есть такие ощущения, я говорила, что когда мы себя благодарим за выдержку, терпение, когда учимся подмечать, пусть какие-то небольшие, но позитивные моменты в нашей жизни, наши маленькие победы, и не ставить вот этих грандиозных планок. Вот карта, все же я так вижу, больше призывает вас именно отдохнуть, мои дорогие. Тут невозможно что-то вот так резко, знаете, рывкообразно, раз и навсегда решить, по крайней мере, ну это точно первая половина месяца. Уделите внимание самим себе, просто отдыху, потому что очень часто по 4 кубков идут те состояния, когда мы именно устали, и уставшие люди делают ошибки. А апатия, она нас как-то деморализует, правда, это на самом деле. Но предшествует вот этому эмоциональному выгоранию. Эмоциональное выгорание, потом апатия, а там уже недалеко и до депрессии. Банальная усталость. Отдыхайте. Сейчас тут как будто от вас ваши не уйдете. Не уйдет, точнее. Посмотрите, у нас наш прогноз начался с карты Солнца. Но восстановить силы точно нужно. Ладно, что же там по финансам? Ну, тут как будто по финансам даже не просто нужно позволить отдых, а можно дважды. Посмотрите, туз кубков. Для кого-то из вас по финансам может быть и какие-то подарки, какие-то возможности. Или получение денег, когда вот эти эмоции приятные, что у вас получилось что-то осуществить. Вообще эта карта еще и реализация, и интуиции. Поэтому где-то я об этом уже говорила. Но правда есть у вас какой-то такой очень важный момент или какая-то радость, как исполнение желания в августе месяце, мои дорогие. Будьте внимательны. Ну, как-то это, видимо, сопряжено с деньгами. И да, я должна сказать, что даже астрологически на финансы у вас начинается хороший период. И единственное, это до конца 2025 года есть такие энергии. Ради честности и правды надо сказать. Будет желание, знаете, вот купить что-нибудь этакое, потому что себе все время отказывал. И где-то мы можем не подрасчитать. Позволить себе вот какую-то вещь, которая, может быть, она и красива, может быть, отчасти это где-то, ну, вот те роскошные вещицы, которые, знаете, вот обладать этим нас как манит к себе. И вот тут важно будет не просчитаться. И вот как раз по тузу кубков это что-то вас манит, поэтому будьте внимательны. Чего вы не видите? Вы не видите пока какой-то новости. А, и если вы, даже мы говорим начало месяца, в более таких спокойных энергиях может проходить этот период, то все равно будет что-то убыстряться. По 8 жезлов это мы набираем темп, значит, будет и у вас через новость, через какие-то, может быть, предложения или ваши решения, когда мы это не можем отложить на потом. Отложим на потом, опять же, и ничего не состоится. Я говорила, вам придется кому-то из вас между личной жизнью и вашими достижениями. Именно потому, что вы чувствуете, как интуитивно, да, либо вот эта сфера, эта область, эта тема, она продуктивна, и там меня ждет прогресс. Или как возможность заработать или выйти на какой-то иной, качественный иной уровень финансового достатка. Я такое могу допустить, потому что, во-первых, эта карта конкретно еще нам говорит о скорости, чего вы не видите. Может быть, вам придется быстро собраться и куда-то поехать. Прописана здесь также многозадачность сама по себе и, безусловно, активность. Позвольте себе отдых, правда? Потому что вы потом себя поблагодарите как раз за то, что вы успели восстановить силы. Приготовьтесь как будто к этой
какой-то многозадачности, турбулентности или к новым скоростям, когда придется набирать темп. В чем вы поставили точку, а оказалось многоточие. А вы куда-то могли, ну, все никак не попасть, или куда-то вы собирались отправиться, а что-то откладывалось. Или, может быть, не были какие-то документы готовы для того, чтобы продолжить, да, какую-то тему, дело. Ну, мы хотим что-то оформить, а для этого или для этой бумаги надо еще 15 каких-то других. И вот что-то у вас тут не стыковалось. Состыкуется, мои дорогие. Карта колесницы – это карта успеха. Это сила желаний. Карта нам говорит победа. Вот тут конкретно прописана победа. Это когда мы знаем как. Сам ангел, посмотрите, расправил руки, крылья, парит, как будто в этой колеснице. Это тот успех, который, да, он не про август, как и старший аркан. Но это потом тот успех. Вы тут как птицу счастья или какую-то птицу удачи ловите за хвост. Я такое могу предположить. Ну или банально, как мы говорим, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вот что-то подобное может проиграться. И вполне вероятно, в какой-то день. Август такой, железо пока горячо. На кону. Причем две карты скорости. Здесь как и скоростная информация, так и сам на этой, хоть я и говорила скорости, да, вы себе не ставьте. Но кто знает, во вторую половину, может быть, что-то и получается такое, именно августа, когда придется собраться, подпоясаться и куда-то поехать. Хотя, если честно, ретро-меркурий до 10-го. С ретро-меркурием тут ведь тоже, знаете, вот как раз возвраты и связаны, а мы спросили. Поэтому если тут может вернуться какой-то вопрос, который для вас был очень важен, но по какой-то причине все вот опять же не стыковалось. И кто знает, может быть, у кого-то это проиграется из первых дней. По крайней мере, я этого не исключаю. Потому что, как и чего вы не видите, какое-то ускорение, так и буквально победа, возможности. И опять же, успевай. Что вам нужно услышать? Ну, держите баланс. В конечном итоге где-то напоминает все то, что я говорила по двойке земли. И правда, у кого-то вы можете чувствовать, я разрываюсь между домом и работой. А вам вот придется как-то очень красиво пройти, видимо, этот путь. Вы знаете, но это внутренний баланс. Отдыхайте, мои дорогие. Все же вот это ежедневное восстановление сил с такими картами вам будет просто необходимо, как воздух. Потому что это самоконтроля в первую очередь карта, тут так и прописано. Это карта изменений, когда мы меняем словно собственные настройки, потому что этого требует либо дело, либо время, либо обстоятельства. И, кстати, эта карта компромисса тоже. Но я уже где-то об этом говорила. Перекладывайте на себя, посмотрите, это еще старший аркан. Вот такие у вас солнце, баланс и колесница. Вот вообще все три аркана, которые нам говорят об успехе. Но вот, наверное, основные два аркана из старших, и которые про успех, солнце и колесница. Ну а между ними, как водится, держи баланс. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Спасибо, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.